Всем привет! Сегодня делаем очень необычный и в то же время очень вкусный печеночный рулет. Такое необычное блюдо будет очень красиво смотреться на праздничном столе, а вкус у такого рулета просто божественный. И для начала нужно взять 1 килограмм печени, любой по вашему усмотрению. В моем случае сегодня была свиная. Нарезать на небольшие порционные куски, замочить ее в холодной воде примерно на 1 час. А затем, сменив воду, добавив любые специи по вашему усмотрению, проварить ее так, чтобы она прокипела ровно час. Тем временем, пока будет отвариваться печень, нам нужно взять 2 морковки средних размеров, натереть ее на мелкой терке, и 2 луковицы средних размеров нужно нарезать на маленькие кубики. И затем отправляем лук на сковородку с небольшим количеством подсолнечного масла. Его нужно обжарить до золотистого цвета. Дальше сюда, в эту же сковородку, мы отправляем натертую морковку. Все хорошо перемешиваем, добавляем еще немножко подсолнечного масла, потому что морковка все впитает. И протушиваем морковку до готовности. Затем снимаем все в отдельную тарелку, оставляем его остывать до тех пор, пока отваривается печень. Еще есть время, берем плавленые сырки и натираем их на мелкую терку. А после того, как натерли сырки, отправляем их в холодильник на нижнюю полку, чтобы они были как можно холоднее. После того, как отварилась печень, еще горячей, нам нужно ее поместить в чашу блендера. Если же у вас нету блендера, вот это все нужно пропустить 2 раза через мясорубку с как можно меньшей решеткой. Затем в эту же чашу с печенью нам нужно отправить обжаренную морковку с луком. Накрываем блендер крышкой и все хорошо перемалываем до однородного состояния. После того, как вы все хорошо перемололи, нужно открыть крышку блендера, отправить в него 150 грамм сливочного масла комнатной температуры. Вначале нужно постараться вот так вот все вмешать в печень ложкой, а затем опять-таки накрываем крышкой и опять все перемешиваем где-то минутки 3, так чтобы хорошо масло смешалось вместе с печенью. Затем нам нужно взять довольно-таки немаленький лист фольги, переложить полностью всю печень на фольгу и все разровнять равномерным слоем, примерно так, чтобы получилась толщина печени не менее 1 сантиметра. Дальше мы берем натертый плавленый сырок, тот, что мы натирали, и стараемся равномерным слоем распределить по всему слою печени, так, чтобы с каждого края, то бишь сверху и снизу от вас, оставалось где-то по сантиметра 2-3 пустого пространства. И после всего этого берем за край фольги и стараемся вот так вот аккуратно свернуть красивый, аккуратный рулет. Сворачивайте все медленно, аккуратно, не спешите, чтобы все у вас получилось, как в лучших домах Парижа. И после этого свернутый рулет отправляем в холодильник на нижнюю полку. Если же вы хотите подавать вот это все на праздничный стол, значит нужно все сделать с вечера, чтобы рулетик простоял целую ночь. В итоге мои родные не дождались утра, все мы попробовали с вечера, получилось все просто супер, на вкус все получается просто божественно. Ну а на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, делитесь своим мнением. Подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока, всем до скорых встреч!